Hola amigos. Вы просили больше живых видео, и сегодня мы сделаем небольшой обзор по гипермаркету Carrefour. Это сеть французских гипермаркетов, расположенных в Испании. Посмотрим, стоит ли туда ходить вообще, и если стоит, то в каких случаях. Я, как приехавший из северной страны Европы в Испанию, что мне здесь нравится, а что категорически не нравится. Сегодня я разыграю среди своих подписчиков небольшой подарочек. Итак, интересно? Поехали! Маска. Забыли маску. Хотя в Испании все ограничения уже давно отменили, но все-таки приходится иногда носить маску в закрытых помещениях и там, где невозможно соблюдать дистанцию. Первым делом нам нужно взять тележку, хотя в сегодняшней задаче не стоит покупка какого-то большого количества продуктов, но все же с тележкой будет передвигаться удобнее. Все уже готово к Рождеству. Украшенные елочки. Класс! Carrefour, как и многие его конкуренты, привлекает к себе клиентов совершенно разными способами. Начиная от раздавания бонусных карт и заканчивая заманухами. Смотрите, совершенно обычная акция. Крупным выделена цифра 1,55. Если вы подумаете, что этот товар стоит 1,55, то вы сильно ошибетесь. Нужно обязательно внимательно прочитать, что это такое. А на этикетке написано, что за вторую штуку скидка 70%. Соответственно, вторая штука будет стоить 1 евро 55 центов. Но если вы купите одну, то это вам обойдется в 5 евро 15 центов. А внизу самыми мелкими цифрами написано, что за две штуки вы заплатите 6 евро 70 центов. Добро пожаловать в Carrefour. Честно скажу, что такие скидки лично меня совершенно никак не привлекают, поскольку я знаю, что в других магазинах можно купить тот же самый товар без скидок значительно дешевле, чем здесь. Здесь очень хороший мясной отдел. Вы можете сами посмотреть, как то мясо, которое попадает вам на стол, разделывается. Здесь в Carrefour есть так называемый иностранный отдел, где вы можете купить полюбившиеся вам продукты из разных стран. Carrefour посещает очень много туристов, и практически каждая страна Европы может найти здесь для себя любимые для нее продукты. Вот здесь, допустим, стеллаж Швеции, и, соответственно, предоставлены продукты шведских производителей. А здесь уже Латинская Америка. Здесь мы рядом с полочкой Румынии, а дальше Франции. Такое ощущение, что Великобритания представлена только одним алкоголем. Но американские продукты почему-то выражены в кетчупах и всевозможных соусах. Ну и, конечно же, чипсами. Немцы, походу, любят соленое печенье и тоже соусы и кетчупы. Масла. А куда же без масел? Испания является одним из ведущих экспортеров оливкового масла в мире и последние годы занимает постоянно первые позиции. Испанское масло считается одним из самых лучших в мире. Соусы и кетчупы также выражены отдельным стеллажом, очень большой выбор, хотя не всегда то, что нужно, здесь можно найти. Я дошел до прилавка с майонезом, но вы знаете, один из майонезов, которых я попробовал в Испании, мне очень напомнил майонез, который производили в наших странах, в той стране, где я родился, тот самый любимый провансаль. Не буду рекламировать, но вот это майонез Прима, который по вкусу больше всего напоминает наш любимый. Однако же, не зная этого, я покупал наш провансаль в русских магазинах. Скажу честно, этот майонез дешевле, и он по вкусу ничем не отличается от того, что мы пробовали. Да, я забыл сказать, что Carrefour совсем не платит мне за этот репортаж. Просто так совпало, что этот магазин попался на моем пути, и я решил вам показать, что же мы, бывает, покупаем в Carrefour и с какой целью мы вообще сюда ходим. Конечно же, Carrefour — это рай для любителей пива. Посмотрите. Темное и светлое, копченое и крафтовое, дешевое
и дорогое. Куча сортов испанского и зарубежного пива. Здесь есть мое любимое бельгийское, здесь есть немецкое, здесь есть чешское. Короче, десятки сортов очень вкусного пива. Алкогольному отделу в Каррефуре тоже можно позавидовать. Здесь предоставлено очень много всевозможного алкоголя. Один из стеллажей занимают крепкие напитки и ликеры, виски, водки. Испания занимает ведущие позиции по экспорту вина в разные страны мира. На мировом рынке за первенство стран по изготовлению вина борются 3 страны Европы. Это Испания, Италия и Франция. Они каждый год мерятся силами и периодически уступают друг другу первенство. Ценовая категория вин совершенно разнообразна. От 1,5 евро и заканчивая бесконечностью. Но, честно говоря, дороже 120 или 30 евро за бутылку я в этом магазине не видел. Но считаю, что можно найти себе очень неплохое вино для употребления в пределах от 2 до 5 евро. Ну вот, можете посмотреть, все просто кишит такими заманухами. Вроде бы как бутылка стоит 1,26, а приглядишься, на самом деле 4,20. Если тебе нужна только одна. Также Каррефур заманивает к себе клиентов прийти в следующий раз, выдавая на кассе чеки на скидку до 10-15 евро на следующую покупку. Кроме того, постоянному клиенту Каррефура, у кого есть карта лояльности, после каждой покупки аккумулируются деньги, эквивалентные каким-то суммам, я не знаю, 1% от суммы или 5% от суммы, которые можно через какое-то время потратить. На эту сумму приходит специальный купон через какое-то время, и эти деньги можно потратить при следующей покупке. Друзья, мясной отдел в Испании – это нечто невообразимое. Это, наверное, самый мой любимый отдел. Я сам мясоед и очень люблю. Сейчас я покажу, что здесь продается. Ну, вот это, наверное, самая любимая моя часть магазина. Как вы смогли догадаться, это хамон. Вяленые свиные ноги. Продаются целиком. Многие испанцы считают, что самый вкусный хамон как раз на ноге. Ты покупаешь ногу, ставишь ее в специальную подставку, после этого нарезаешь и кушаешь. Она хранится достаточно долго и не теряет свой вкус, в отличие от уже нарезанных. Но для тех, кому негде хранить такое большое количество мяса, естественно, покупают мясо в нарезках. Ну и вот смотрите, огромный выбор нарезок, совершенно разной ценовой категории. Здесь опять хамоны, порезанные вручную, как вы знаете, да, стоимость хамона, она зависит от возраста свинины, от того, в каком регионе эта свинина была выращена, разделана, произведена, ну и, конечно же, какой бренд у компании, который производит этот хамон. В этом отделе чаркутерье, который называется, здесь продают как раз мясо, нарезанное вручную. То, что вы видите в упакованном виде и вне заводской упаковки, все это нарезано вручную, все свежее и продается, соответственно, вот в этом вот отделе. Колбасы — это отдельная тема. Какие-то колбасы мне не нравятся, какие-то очень нравятся. Конечно же, испанцы короли по мясу, и здесь представлено очень большой выбор мясных продуктов, в том числе колбаса из разных видов мяса. Большей частью, конечно же, из свинины, но только посмотрите, что они из нее делают. Вот, например, моя любимая колбаса чорисо. Чорисо — это колбаса, сделанная из свинины с добавлением паприки. С ней можно готовить офигенно вкусные блюда, офигенно вкусные тапосы. Ее можно есть сырой, ее можно обжаривать. Например, я делаю очень вкусное блюдо по мотивам Джейми Оливера, когда эта колбаса жарится на сковородке чесноком и медом с добавлением разных соусов. Получается просто обалдительная вещь.
Ну а что же говорить про фуэты? Это колбаса, которая покрыта пленкой со съедобной плесенью. Это просто бомба. Все, конечно же, зависит от производителя, но чаще всего ни один производитель меня не подводил. Друзья, напишите в комментарии, какие вкусные вкусняшечки вы любите покупать в Испании. Или в своей стране, но из Испании. Ребята, а вот это мой любимый мясной продукт, который я покупаю всегда и везде, где только я его вижу. Это вяленая говядина. По-итальянски ее называют бризаола, а здесь это цесина. Это очень вкусно. Она очень классно подходит как к приготовлению всевозможных салатов, так и в чистом виде под пивко. Ну и, конечно же, сыры. Как же Испания и без сыров? Испания, она крупный производитель всевозможнейших сыров, как из коровьего молока, так и из козьего и овечьего. Кто угадает, какой самый известный испанский сыр? Конечно же, манчего. Манчего – это сыр из овечьего молока, который произведен в провинции Ла-Манча. Очень вкусно. Очень большой здесь выбор сыров в нарезках, и даже тех, к которым мы привыкли в свое время, живя в Финляндии. Здесь есть шведский сыр Арла и другие виды сыров, но все же мы так и не смогли найти нашего любимого сливочного финского сыра Олтермани или что-то ему подобное. Испанские сыры из коровьего молока, ну, не такие вкусные, к которым мы привыкли. Отдел овощей и фруктов здесь достаточно красивый. И в принципе недорогой. Фруктовый отдел здесь очень неплохой, хотя, допустим, таких продуктов, как свежий хрен или черная редька, да и вообще редька, просто не найти. А очень бы иногда хотелось. Очень маленький выбор, по-моему, того, что можно купить для ребенка. Но вот здесь есть еще один отдел с подгузниками. Огромные стеллажи со всевозможными подгузниками. Вот вы знаете, в свое время я долго-долго искал самые известные подгузники, к которым мы привыкли еще в Финляндии, это памперсы. Вы знаете, не нашли. Не нашли. А знаете почему? Да-да, потому что памперс здесь продается под брендом Додот. Не поверите, но это так. Ну вот, к примеру, возьмем детский отдел. Он большой и бестолковый. Игрушки все какие-то скучные и нудные. Не говоря о том, что очень дорогие, но, честно говоря, несмотря на обилие всевозможных каких-то красочных товаров, все очень скучно. Огромный выбор молока, но все молоко долгоиграющее. Здесь есть как эко-молоко, так и обыкновенные виды молока, но оно все пастеризовано и долгоиграющее. Видите, здесь куча молока стоит без холодильников, и это совершенно нормально. Оно хранится практически по полгода. Переходим в любимый отдел для детей и беременных женщин. Друзья, это отдел сладостей и всевозможного шоколада. Испанцы очень любят шоколад, производят его в неимоверных количествах. Здесь, конечно же, представлен не только испанский шоколад, а шоколад из других стран Европы. Как я уже сказал, в Испании производится достаточно большое количество шоколада, и только у нас в районе, в городе Вилья-Хайоса, находится 4 шоколадные фабрики. Одна из них супер популярная в Испании, Валор, остальные местечковые, но которым уже более 100 лет. Друзья, хотел бы остановить ваше внимание вот на этом вот прилавке. Это национальный испанский продукт, национальная испанская сладость, а называется он туррон. Туррон – это десерт, произведенный из меда, орехов с добавлением яичного белка. Изначально рецепт был такой. Их великое множество. Они могут быть квадратные, круглые, всевозможными кусочками. Но самое главное, это очень-очень вкусно. И это, наверное, одно из самых национальных испанских блюд, которое произошло в свое время от мавров. Турроnes de Гихона.
Друзья, Хихона — это город, который находится совсем неподалеку отсюда. То есть это совершенно местный продукт, который произведен вот здесь рядом, практически в 2 шагах. Друзья, и такие вот прилавки с национальной сладостью вы можете найти практически в любом магазине. Возможно, что в другом магазине они будут даже дешевле. А есть специальные магазины, продающие только туррон. Немного удивительно, но туррон — это сезонный продукт, и появляется он в продаже буквально в середине октября и пропадает с полок в апреле месяце. То есть в течение года его практически не найти, хотя в некоторых магазинах все-таки, в туристических магазинах он бывает. А вот еще один сезонный продукт, который тоже появляется к Рождеству и пропадает с полок после Нового года. Большей частью это бисквиты, конфетки. Честно вам скажу, на мой вкус это не очень вкусно, но испанцам очень нравится, да и многие туристы покупают такие печеньки. Короче, друзья, Carrefour — это рай для гурмана и для тех, кто не особо переживает за свой кошелек. И слава богу, таких людей очень много. Что касается меня, то я хожу в Carrefour достаточно нечасто и заезжаю сюда только в том случае, если не могу найти то, что мне нужно для приготовления еды. То, что может быть только здесь. Друзья, сегодня у меня не было задачи купить продуктов на месяц, поэтому ролик о стоимости корзины я сниму для вас в следующий раз. Но резюмируя свой поход сюда, хочу сказать, если вам нужно что-то, что нет в других магазинах, то вам в Carrefour, и скорее всего вы найдете здесь то, что вам нужно. Магазин не дешевый, но с богатым выбором. Из-за большого выбора и величины магазина вы теряете очень много времени на покупки, иногда можно потратить несколько часов. Кроме того, если вы в первый раз, как и в любом другом месте, вы будете очень долго с ним знакомиться, и может пройти очень много времени, пока вы найдете то, что вам нужно. А если вдруг узнаете, что вы не успели купить то, что вам было необходимо, вам придется вернуться в то место, откуда вы начали, и продолжать поиски. Конечно же, неоспоримым плюсом является то, что здесь вы можете найти практически все, что вам нужно, хотя с небольшими исключениями. Да, чуть не забыл. Сегодня я разыграю среди своих подписчиков небольшой подарочек, который куплю именно здесь, в Carrefour. Что это за подарочек и кто его выиграл, вы узнаете в следующем моем видео. Что нужно сделать, чтобы получить этот подарок? Нужно подписаться на канал, поставить лайк и написать любой комментарий. После того, как среди комментариев определится победитель, я свяжусь с ним и отправлю по указанному адресу по почте. До встречи в следующем выпуске. Адьос, амигос!